Привет всем! Вы снова на канале Need for Travel, и в этом видео мы расскажем вам о Китае, который нам показался целым отдельным миром, самой необычной страной, в которой мы когда-либо побывали. В Китай мы попали в июле 2019 года после месячного путешествия в Мьянме, о котором вы можете узнать по ссылке в описании. Китай оказался нашей пятой страной во время нашего велопутешествия по Азии летом 2019 года. До этого мы были в Мьянме и хотели добраться из Мьянмы до Китая на велосипедах, но из-за гражданских войн на севере Мьянмы нам пришлось лететь. Мы выбрали перелет из Янгона в Чэнду по трем основным причинам. Первое, потому что это был один из самых бюджетных перелетов в Китай. Второе, потому что Чэнду находится недалеко от того национального парка, где снимали фильм «Аватар». И третье, потому что Чэнду – это мировая столица панд. Кстати, панд мы начали замечать еще до того, как приземлились в Чэнду. С окна самолета мы увидели огромные изображения панд на полях, а возле аэропорта большой памятник панде. И мы тогда еще не знали, что это только начало всей этой пандомании в Чэнду. Встал, полицию определила, проходи. Рейс задержали, но мы все получили очень быстро. Пришло все в целости, вроде как в сохранности. Даже не потертые пакеты на баулах. В отличие от Мьянмы и некоторых других стран, в Китае все оказалось окей с каучсерфингом. Мы без проблем нашли жилье у Гарри, который приехал сюда из Англии преподавать английский. Впрочем, как и большинство иностранцев. Чтобы встретиться с Гарри, нам нужно было ему сообщить, что мы прибыли. Для этого нам нужно было либо ему позвонить, либо написать сообщение. А карту с номером мы купить не могли. Нам нужна была местная сим-карта с номером для того, чтобы установить новый аккаунт в WeChat, потому что старый заблокировали, и мы не могли его самостоятельно разблокировать. А аккаунт в WeChat вам нужен в Китае просто как воздух, потому что на нем завязана вся жизнь в Китае. И, кстати, он контролируется китайским правительством, что неудивительно. С помощью аккаунта в WeChat можно общаться, совершать платежи в любой точке Китая и многое другое. К счастью, один из таксистов предложил позвонить нашему другу, чтобы сообщить, что мы прилетели в аэропорт. Чтобы в это позднее время нам не пришлось собирать велосипеды, Гарри помог нам заказать онлайн-такси, и после этого мы отправились пробовать китайскую кухню. Один из самых популярных оригинальных способов попробовать китайскую кухню – это сходить на хот-пот. Что мы сделали? Это вам приносят бульон и ставят вам на стол. На столе стоит печка. Бульон варится на печке, и вы кидаете ингредиенты такие, какие вы хотите. Поэтому мы набрали много овощей, грибов и всяких там вкусняшек и приготовили сами себе ужин. Но прикол в том, что китайцы обычно заказывают очень острый бульон, а мы заказали не острый. Поэтому китаянка, которая была с нами, сказала, что это не настоящий хот-пот. Цены нам посчитали по количеству палочек, которые мы взяли, а рис был бесплатный и безлимитный. Первое, с чем нам нужно было разобраться в Китае, это с интернетом, который просто ужасный в Китае, такой вот спойлер небольшой. И для этого мы пошли покупать китайскую сим-карту. Так как правительство Китая недавно решило усложнить покупку сим-карты для иностранцев, то нам это не удалось сделать даже при помощи китайского студента, который вызвался нам помочь. Мы сейчас находимся в главном офисе China Telecom, и нам все-таки удалось на второй день купить и получить китайский номер. Для этого нам пришлось поехать в главный офис, который находится в 8 километрах от того места, где мы были вчера. Конечно же, потребовался паспорт. Нужно было заплатить депозит 100 юаней, который непонятно вернут или нет, потому что сам номер стоит 49 юаней всего лишь. Мы должны получить 10 гигабайт, но они будут активны только завтра. Кстати, надо было еще оставить номер какого-то китайского друга, хорошо, что он у нас был. Они очень удивились, что мне было все равно, какой номер, потому что китайцы очень щепетильно относятся к выбору своего номера телефона. Но покупка сим-карты не решала всех проблем. Еще одна важная деталь в китайском интернете – это VPN, чтобы заработал Google, Facebook, Instagram и разные другие сервисы, которыми мы привыкли пользоваться. Ни один бесплатный VPN не работал, поэтому нам пришлось установить платный за $11 в месяц ExpressVPN, который нам посоветовал Гарри. Но даже с ним интернет иногда работал отвратительно. Как тебе интернет китайский? Скорее его отсутствие. Это ужас, конечно. Даже если мы подключаемся,
кого-нибудь дома к Wi-Fi, все равно он медленный. В Чэнду очень много людей ездят именно на электроскутерах. Почти никто не ездит на мотоциклах. Все предпочитают электричество. Вот и девушка поехала. И тут очень много специальных полос для велосипедов и вот таких вот электроскутеров. Вообще все выглядит по-другому, чем в Азии. Чувствуешь, как будто себя на другой планете. Никто почти не говорит по-английски, надписи везде на китайском, какие-то свои правила, но все очень цивилизованно. Поэтому нам достаточно сложно тут немножко сориентироваться. Ехали, и тут такой раз специальный мост для велосипедов, электробайков, на который можно заехать, но некоторые заходят, достаточно крутой. По сравнению с Мьянмой, Китай казался просто верхом цивилизации. Да и не только по сравнению с Мьянмой, в принципе, тут все было очень развито. И восторг от развитой инфраструктуры перевешивал даже негативное впечатление от китайского интернета. Мы все не могли нарадоваться качеству китайских дорог, пока ехали от пригорода, в котором жил наш хост Гарри, до хостела в центре Чэнду. Мы слышали, что в Китае грязно, здесь сморкаются, в общем, нечистоплотно. На самом деле мы такого еще не нашли. Мы пытались найти мусор, но его здесь практически нету. Все так же чисто в Чэнду, как и в Гонконге, в Сингапуре, все цивилизованно. Люди доброжелательные, много катаются на велосипедах, которых здесь около 5 марок. В общем, пока что Китай нас радует чистотой. Мы долго не могли найти хостел, и потом оказалось, что он находится в обычном жилом доме, просто в квартире. Но после всей этой жести с жильем в Мьянме нам этот хостел очень понравился, и он действительно оправдывал свою сумму $11 за комнату в день. Но в хостеле нельзя было готовить, поэтому вечером нам опять пришлось знакомиться с китайской кухней. Если честно, у нас с Юрой разошлись мнения по поводу китайской еды. Когда я попадала на улицу и видела, что почти все блюда там с мясом, что-то острое, непонятно что, и никто не может объяснить, что это вообще такое, потому что никто не говорит по-английски, и даже жесты у китайцев совсем другие, то мне это даже не хотелось пробовать. Поэтому я заказала себе обычный рис с яйцом. Всего за $1. Было сложно объяснить китайцам, что я хочу именно вот эту вот простую никакую еду, но возможно. Кстати, даже за уличную еду можно было заплатить с помощью WeChat, то есть безналично. Просто нужно поднести телефон к QR-коду, и оплата произведется сама собой. А мне китайская еда вполне понравилась, потому что в походе я едой очень редко перебираю, только лук не ем. Если попадается мясо, попадается, то в принципе даже хорошо, дополнительные калории. В дальнейшем мы выбирали ресторанчики более-менее приличные, и я увидел, что вот эта вот надпись означает вот эти ингредиенты. И постарался заказывать уже только их. Да, мне 10 наггетсов и побольше сычуаньского соуса. Максимум, сколько сможете выдать. В 98 году была рекламная акция к диснеевскому мультфильму «Мулан». Они сделали новый соус для наггетсов под названием «Сычуаньский соус». Объедение. А потом от него избавились. Его больше нет, теперь только в моей памяти его можно попробовать. Я просто показывал эту надпись с телефона в ресторане и спрашивал, могут ли они сделать такое. Как правило, они это делали. На следующий день мы отправились на осмотр достопримечательностей Чэнду. Начали мы с храмов, культурных центров и парков. Храмы значительно отличаются от тех, что в Таиланде, в Мьянме.
Если в Мьянме было все в золоте, то здесь в основном все в дереве, и основными цветами, дополняющими дерево, являются красный и золотой. Люди здесь ходят в храмы в том, в чем они хотят, в привычной одежде, не нужно никаких длинных юбок, можно ходить в шлеме, можно ходить в шортах. Люди ходят с такими же ушками, как у меня, в виде панд. Вот, чувствуется какая-то больше свободы в этих храмах, лично для меня. И здесь еще даже в этом храме проводят экскурсии, рассказывают людям, как нужно правильно проводить всякие ритуалы. Почти ни в какие китайские парки не пускают с велосипедами, то нам пришлось оставить их у входа и пойти пешком. В одном из главных парков Чэнду было просто немерено народу. Люди толпились, ели и скупали сувениры с пандами. Подгадали. Вовремя спрятались. В Мьянме мы думали, что если мы перелетим в Китай, где уже совсем другой климат, то там сезона дождей не будет. Но мы немножко ошибались. Когда мы ехали к пандам, начался такой ливень, что нам 2 часа пришлось ждать в супермаркете. Кстати, там мы тоже увидели интересную еду. Мы шли вдоль кофе и увидели что-то такое красивое в пачечке. Мы присмотрелись, прочитали, написано High Quality Buckwheat, высококачественная гречка. Может, напиток какой-то гречаный, но, по крайней мере, гречка здесь ценится. Слушайте внимательно, ведь я повторю всего раз 10. В Чэнду есть 2 места, где можно посмотреть на живых панд. И это не просто зоопарки, а это места, где пытаются увеличить популяцию панд. Сегодня мы решили посетить одно из самых популярных мест в Китае. И то самое место, ради которого едут в Чэнду, это такой вот заповедник панд. У нас осталось еще 3 часа до закрытия, в 6 часов закрывается. И мы надеемся, еще успеем. Мы, в принципе, раньше сюда не могли попасть, потому что был дождь. И говорят, что панды не очень любят дождь, и они куда-то прячутся, поэтому мы надеемся сейчас увидеть их поближе. О, мы наконец-то увидели панду. Вау! Это как в мультике каком-то. Как будто компьютерная графика. Смотри, какая. Он танцует. Что делает? Кунг-фу показывает. О, сейчас опять будет. Так смотри, реально, дэнс. Панды — это просто любовь с первого взгляда. Они оказались такими же милыми, как мы их и представляли.
панды раньше были плотоядными, но с эволюцией они переключились на растительную пищу, и сейчас 99% их рациона составляет бамбук. И они едят его очень много, почти постоянно, около, не знаю, там 30-40 килограммов было написано в день, они могут бамбука съесть. А еще здесь можно было увидеть детенышей панд. Кроме панд, здесь еще находится вот такая вот, на английском называется Red Panda. Оба вида животных живут в горах, в бамбуковых лесах, и поэтому им не нравится жаркий климат. И если вы придете сюда в жаркий день, то животные просто могут сидеть себе где-то там в тенечке, не выйдут даже к вам. Он очень такой вот симпатичный, меньше, чем панда, но 30% своего веса он съедает каждый день, то есть это около 2 килограммов бамбука. И на еду он тратит 13 часов аж в день. Билет стоит 70 юаней для всех, для иностранцев, для местных. На самый верх. Здесь высота около 230 метров, а высота самого шпиля 339 метров. И именно так и называется торговый центр, который находится возле этой башни. Сегодня уже 3 августа. Мы все еще по-прежнему в городе Чанду, но уже выехали и направляемся на восток Китая. Сегодня нам предстоит преодолеть километров 80. Нас ждал парк, куда неожиданно нас смогли пустить на велосипедах, потому что это был велосипедный парк, и он оказался крут. На посещение башни и парка ушло слишком много времени, больше, чем мы ожидали, поэтому нам пришлось искать жилье в соседнем городе. И тут нас ждала неожиданность, о которой вы узнаете в следующем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся в следующем видео. В следующем видео вы узнаете, как именно мы решали проблемы, с которыми столкнулись в велопутешествии. Это заселение в китайский отель, поломки велосипедов и ночевка в палатке под очень сильной грозой.